Приветствую вас, уважаемые зрители! Сегодня мы расскажем о том, почему в тюрьме нельзя играть в карты и как разводят первоходов. Эта тема не только захватывающая, но и крайне важная для понимания тюремной жизни. Ведь в тюрьме все совсем не так, как на воле. Здесь игры – это не просто развлечение, это способ выживания, контроля, манипуляции и даже власти. В тюрьме время тянется медленно, дни похожи друг на друга, а у заключенных возникает острая потребность чем-то заполнить эту пустоту. Вот и появляются игры. Они помогают отвлечься от унылой реальности, погрузиться в азарт, почувствовать себя хоть немного живым. Казалось бы, невидное развлечение, но не все так просто. Игры в тюрьме бывают двух видов – без интереса и под интерес. Первый вариант – просто игра ради времяпрепровождения. Второй – ставка на деньги, продукты, сигареты или даже вещи. Именно игра под интерес часто становится инструментом для развода новичков. Опытные арестанты создают видимость дружеской игры. Сначала проигрывают новичку, подбадривают его, а потом ловко подставляют, когда ставки возрастают. Игры в тюрьме выполняют еще одну важную функцию. Они формируют неформальную иерархию. Кто выиграл, тот не только богаче, но и авторитетнее. Кто проиграл и не расплатился, может потерять все, включая честь, здоровье и даже жизнь. Теперь давайте углубимся в конкретику. Как же опытные арестанты ловко разводят тех, кто впервые попадает в тюрьму? Здесь работает классическая схема психологической манипуляции. Вот пример из жизни. Парень по кличке Малыш, который впервые сел за кражу, в камере его встретили по-дружески, угостили чаем, предложили закурить, начали разговоры о жизни. Через несколько дней ему предложили сыграть в карты. Просто так, ради интереса. Малыш согласился, изначально выигрывал, поднимался в глазах других. Но через пару игр пошли ставки. Сначала на сигареты, потом на еду, потом на деньги. Однажды он проиграл больше, чем у него было, и тогда все изменилось. Под видом шуток и насмешек его стали унижать, требовать рассчитаться. У него не было денег, в итоге его заставили делать всю грязную работу по камере. Лишили возможности нормально есть, угрожали насилием. Так малыш из новичка превратился в коня. Таких историй сотни. Иногда новичков ведут неделями. Играют с ними, дают выигрывать, создают атмосферу успеха, чтобы потом резко сорвать куш. Другие варианты развода еще жестче. Проигравшему могут предложить альтернативу. Выполни опасное задание или расплатись телом. Психологическое давление в замкнутом пространстве не оставляет шансов. Здесь нет случайностей, все просчитано. Даже если новичок будет клясться, что играл без интереса, его слова могут проигнорировать. А я играл на интерес, значит долг есть, скажут шулера. И найти свидетелей, которые подтвердят, что игра велась на интерес, не составит труда. Когда человек проиграл и не может рассчитаться, перед ним встают страшные перспективы. В тюрьме карточный долг – это не просто долг, это приговор, и от него не убежать. На кону стоит все – здоровье, репутация, свобода действий и даже жизнь. Первый и самый очевидный исход – это превращение в коня. Проигравшего заставляют выполнять всю грязную работу – убирать, стирать вещи, приносить еду. Унижения сопровождаются насмешками, побоями и угрозами. Постепенно человек теряет лицо и авторитет, с ним перестают общаться, его презирают, считают пустым местом. Хуже всего, когда проигравший не справляется с долгом. Тогда на него могут давить угрозами насилия или сексуального принуждения. В некоторых случаях его могут опустить, насильно втянуть в самую низшую касту, превращая в петуха. Это стигма, которая останется с ним навсегда, даже если он выйдет на свободу. Иногда долг используется как инструмент для вербовки в стукачи. Администрация или оперативники могут предложить помощь. Простят долг, но только если проигравший начнет сдавать других заключенных. Это двойная ловушка. Даже если человек соглашается, его могут разоблачить, и тогда последствия будут фатальными. Еще один способ. Долг используют как рычаг для принуждения к опасным заданиям. Проигравшего могут заставить передать запрещенные предметы, напасть на другого заключенного, или даже убить его. Отказ грозит смертью или страшными пытками. Теперь перейдем к самому важному. Как избежать всех этих ловушек? Какие правила помогут новичку сохранить честь, достоинство и даже жизнь? Первое и главное правило – никогда не играть под интерес, особенно в первые месяцы пребывания в камере. Каким бы безобидным ни казалось предложение сыграть, всегда говорите «без интереса» и добейтесь, чтобы все окружающие это услышали. Если кто-то начинает намекать на ставки, отказывайтесь. Прямо и жестко. Даже если на вас давят, лучше сразу отстоять свою позицию, чем потом расплачиваться здоровьем или свободой.
Не поддавайтесь на уговоры. Давай ради спортивного интереса. Это может закончиться требованием денег или продуктов. Не соглашайтесь на спортивные ставки, даже если это просто отжимания или приседания. В тюрьме все имеет цену, и проигрыш может стоить дороже, чем вы думаете. Не принимайте участие в играх с незнакомыми людьми, особенно если вы новичок. Всегда внимательно следите за правилами, уточняйте условия перед началом любой игры. Не позволяйте другим заключенным подталкивать вас к риску. В тюрьмах карты запрещены. Но почему? История этого запрета уходит корнями в прошлое. Карты в местах лишения свободы – это не просто игра. Это инструмент обмана, способ скрытых сделок, способ манипуляции и даже оружие для достижения власти. Запрет на карты был введен для того, чтобы минимизировать конфликты и предотвратить махинации, которые могли бы возникнуть во время карточных игр. Тем не менее, несмотря на запреты, карты в тюрьме продолжают существовать, но создают их своими руками. Колоды делаются из подручных материалов – газет, клейстера, из хлеба или мыла, ниток и красок. Процесс изготовления занимает несколько дней. Нужно вырезать ровные прямоугольники, склеить их слоями, нанести рисунки и, самое главное, сделать тайные метки, чтобы шулер мог отличить карты и использовать их в свою пользу. Сами карты становятся произведением искусства. Тонкая работа позволяет создать карты, которые внешне ничем не уступают фабричным, но каждая такая колода несет в себе риск для того, кто ее сделал. Если администрация тюрьмы найдет карты, это грозит наказанием, вплоть до карцера. В условиях ограниченности материалов и строгого контроля заключенные проявляют настоящую смекалку. Клейстер готовится из хлеба и воды, газеты разглаживаются и пропитываются, чтобы придать прочность. Рисунки наносятся самодельными чернилами. Часто карты делают по памяти, воссоздавая масти и значения. Кроме того, карты становятся частью теневой экономики. За хорошую колоду можно получить еду, сигареты или даже услуги. Это не просто развлечение, а целая система, в которой переплетаются творчество, риск и азарт. Карты запрещены, но что остается? Заключенные находят массу других способов разнообразить досуг. От домино и нарт до шашек и шахмат. Но даже в этих играх скрываются свои подводные камни. Безопасные игры – это те, где минимален риск обмана, например, шахматы и шашки. Здесь все строится на логике и стратегическом мышлении. Манипуляции практически невозможны. В этих играх выигрывает тот, кто умнее и опытнее. Но есть и игры, где мошенничество процветает. Например, в нардах или играх на костях. В нардах шулеры могут подменять кубики, использовать специальные стаканчики для броска или договориться с соперником. Домино позволяет обмениваться тайными знаками, а значит исход игры можно подстроить. Еще один опасный вариант – спортивный интерес. Играют на количество отжиманий или приседаний. Но когда проигравший не выполняет условия, ему предлагают заменить наказание на деньги или продукты. Это ловушка. Теперь давайте посмотрим на психологический аспект тюремных игр. Почему даже те, кто не склонен к азарту, в итоге оказывается втянут в этот круговорот. Тюремная среда – это место, где стресс, страх, одиночество и безысходность подталкивают человека к любым доступным средствам отвлечения. Игры становятся не только способом скоротать время, но и способом выразить свою личность, показать умение мыслить, стратегически подходить к проблемам. Заключенный, выигрывая в шахматах или нардах, может почувствовать себя умнее, сильнее, даже на шаг впереди других. Это особенно важно в условиях, где личная автономия сведена к минимуму. Но в этих играх скрыта и другая сторона. Тюремные игры становятся моделью жизни. Принятие неизбежного, умение приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, быть терпеливым. Нарды учат принимать неудачи, анализировать ходы, просчитывать риски. Шахматы развивают стратегическое мышление и выдержку. Игры помогают понять собственные слабости, гордыню, жадность, страх потери. Они вскрывают слабые стороны характера. Кто-то сломается после проигрыша, кто-то научится терпению и настойчивости. Заключенный, который умеет проигрывать достойно и сохранять лицо, вызывает уважение. А тот, кто устраивает скандал, проявляет агрессию, сразу теряет очки. Мы подошли к финалу нашего видео. Теперь давайте подведем итог. Первая и самая важная мысль – тюрьма – это не просто место заключения. Это мир со своими правилами, законами и опасностями. Игра здесь не способ развлечения, а часть выживания. И любой, кто садится за стол с картами или костями,
должен понимать, во что он ввязывается. Не играйте под интерес, не поддавайтесь на уговоры, обещания легкой наживы, дружеские подколы. Всегда помните, в тюрьме ставки гораздо выше, чем просто сигареты или деньги. Здесь на кону честь, здоровье, свобода, а иногда и жизнь. Следите за правилами, учитесь видеть скрытые ловушки. Даже в невинных играх могут скрываться подводные камни. Шахматы и шашки относительно безопасны. Нарды, домино и кости могут стать инструментом для развода. Помните, тюрьма учит нас жить. Учитесь анализировать, просчитывать ходы, принимать судьбу, но не давайте шанс тем, кто хочет использовать ваши слабости. Мир. Спасибо за просмотр. Подписка и лайк – лучшая поддержка этого проекта.